Мы с вами уже поговорили об экологической катастрофе с разливом мазута в Черном море. Но на самом деле это более глобальный разговор. Разговор о той странной роли, которую играет сегодня государство в жизни России и россиян. Только перед началом два объявления. Во-первых, если у вас тормозит YouTube, мы собрали для вас бесплатные способы его ускорить, ссылки в описании. Во-вторых, если вы живете в Израиле, 7 января мы еще раз в связи с Новым годом решили провести тут наш спектакль «Жила-была Россия». Проект уже было закрыли, но вот решили еще раз собраться. Сегодня мы открываем продажу билетов, они тоже по ссылке в описании. Ну все, начинаем. Не надо думать, что такого рода катастрофы, как произошедшая в Черном море, какой-то форс-мажор. Есть железное правило. Если аппарат управления всецело занят движухой, которая сводится к тому, чтобы убить сотни тысяч людей и разрушить жизни миллионов, если реальная жизнь страны – это для аппарата какая-то скучная возня, то у нас будет происходить ровно вот это. Настоящая экологическая катастрофа, которая при нормальном устройстве страны стала бы национальной бедой, на которую были бы брошены все наличные силы. Ни хрен, блин, собачий. Полностью уничтожен кусок Черноморского побережья на годы вперед, включая все пляжи Анапы. Уничтожен не потому, что случилась какая-то жуткая природная катастрофа, а потому что по Черному морю, в стране, где пивной ларек без десятка регулирующих документов не открыть, спокойно ходят по морям речные танкеры полувековой свежести, которые не предназначены для полноценной морской эксплуатации. Всякое в жизни бывает, но не бывает такого, что сразу 3 танкера одного типа терпят катастрофу одновременно. Это говорит о том, что у вас проебано все. В отрасли, которая несет прямую и непосредственную угрозу, абсолютно никто и ничего не контролирует. Государство отказалось выполнять свои базовые обязанности. Речные лохани, находящиеся в непонятном техническом состоянии, которые ходят по морю с опасным грузом, это признак страны третьего мира. Страны, где вообще не существует государства. Мы живем в какой-то странной ситуации, где существует две де-факто не пересекающиеся реальности. Где аппарат управления, который устами Владимира Путина в этом году уже прямо признал, что дела мирские его не волнуют совершенно. Понятно, по какой категории у нас теперь проходит разлитый мазут в Черном море. Проходит по разряду «скука». Никакой движухи во многокилометровом масляном пятне, понятное дело, нету. Это скучная рутина, просто управление страной в текущем режиме. Надо понимать, как так вообще вышло, что спустя четверть века абсолютной управленческой стабильности какие-то утлые суденышки перевозят по Черному морю опасные грузы. Суденышки, которые даже во времена своей далекой юности не были приспособлены к морскому шторму. Вот как так получилось? Это какой-то единичный нелегал в нарушении всех правил поплыл и затонул? Нет, судя по тому, что мы видим, суда такого типа и возраста системно эксплуатируются для перевозки нефтепродуктов. Мы многое видели в исполнении российского государства, но ни разу не видели, чтобы его реакция на большие катаклизмы была бы адекватной и достаточна. Всякий раз происходит так, что до тех пор, пока проблема не становится совсем уж медийной, государство действовать не начинает. Казалось бы, тут нечто совсем иного уровня. Но с точки зрения государства, с точки зрения экстренных служб, медийного освещения, никакой экологической катастрофы в Черном море не случилось вовсе. Мы не видим ничего похожего на какую-то соразмерную катастрофе реакцию. Никаких заявлений, никаких действий, которые позволили бы думать, что загрязнение такой огромной территории, пропитанные мазутом пляжи, вымирающая морская фауна – это вообще тема федерального значения. Государство не то чтобы реагирует слабо, а государство вообще самоустранилось. Даже на декларативном уровне. Никаких публичных совещаний с раздачей поручений и требованием наказать всех причастных. Никаких визитов больших чиновников, которые на фоне залитого мазутом пляжа говорили бы под камеру о том, как оперативно все будет устранено. Создается впечатление, что единственная сила, которая хоть как-то интересуется происходящим и устраняет его последствия, это волонтеры. И это на самом деле симптом глобальный. Обсудим подробнее все это после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Скоро длинные новогодние праздники. Кто-то за границу поедет, а кто-то, может быть, хотел бы где-то на зарубежных сайтах купить подарков. Но с российской картой это невозможно, их нигде не принимают. Компания MasterCard КЗ помогает в оформлении иностранной карты дистанционно. Обычно сделать это можно довольно быстро. В какой стране и в каком банке будет оформляться карта, зависит от ситуации.
Тут все очень быстро меняется, заранее сказать сложно. Но это точно будет нормальная рабочая карта. Ее можно будет подключить к Google Play, оплачивать ею отели на Booking или на Airbnb, платить за Netflix, Spotify и iCloud, покупать товары в зарубежных магазинах. Такая карта подходит и для аренды машины, у нее есть БИН-номер. Пополнять ее можно через карты российских банков, например, Сбера. И выводить с нее деньги тоже можно в любой банк. Ну и, естественно, с любыми зарубежными банками она тоже будет работать. Если вы хотели бы сделать себе зарубежную карту, сейчас самое время. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать условия и получить скидку до 15 тысяч рублей по промокоду КАЦ. Пока есть возможность оформить карту дистанционно, пользуйтесь. Карта станет отличным подарком для родных или друзей, особенно если те хотят куда-то поехать в новом году. Если вы оформите карту через бот прямо сейчас, сможете поучаствовать в конкурсе призов на сумму до 200 тысяч рублей. Еще раз, если хотите сделать зарубежную карту, то по ссылке в описании можно начать этот процесс, по промокоду КАЦ будет скидка. Продолжаем. Спасибо, что смотрите рекламу, она позволяет нам оставаться независимыми. Мы говорили о том, что государство не просто реагирует слабо, государство вообще самоустранилось от катастрофы в Черном море. Создается впечатление, что единственная сила, которая хоть как-то интересуется происходящим и устраняет его последствия, это волонтеры. Люди, которые не имеют к государству никакого отношения и, видимо, ровно поэтому способны оперативно реагировать и проявлять какую-никакую эффективность. Эффективность волонтерской деятельности в данных обстоятельствах не может быть слишком выдающейся. Но в условиях полного отсутствия государственного участия это единственное, на что есть надежда. Даже удивительно, что в конце третьего года войны, после сознательного разгрома любой гражданской активности, продолжает быть виден этот явный зазор между обществом, которое, несмотря ни на что, учится самоорганизации и горизонтальным связям, и аппаратом управления, который остается до предела архаичным. Теперь будто бы он стал даже виднее, этот зазор. Потому что аппарат управления под руководством Владимира Путина явно и публично занимается откровенным вредительством. Он занят интенсивным убийством людей, самоустранившись от любой внутренней проблематики. А общество, которое так активно громили, все равно находит способы как-то компенсировать последствия государственной дисфункции. Наш разговор сегодня гораздо шире, чем просто катастрофа, о которой мы уже поговорили на днях. Наш разговор сегодня о том, что именно сохранившееся гражданское общество спасает нашу страну в эти 2,5 года, пока государство всецело занято своей движухой. Российское государство очень любит рассказывать, каким устойчивым оно оказалось под санкционным давлением. Но факт в том, что давление это компенсировало не государство. Давление это компенсировали сотни тысяч предпринимателей, которые всякий раз находили выход из положения. Придумывали, как передоговориться с поставщиками, где найти или изготовить нужную запчасть к станку, ушедшей из России компании, находили посредников, через которых можно провести платеж. На этом все держится. Не на глобальных схематозах, которые придумывает государство, а на усилиях людей, которые находят способ так извернуться, что новый iPhone появляется в России раньше и стоит дешевле, чем в Европе. В условиях жесточайшего дефицита кадров, в условиях, когда государство только и занято тем, что убивает трудоспособных граждан, только благодаря персональной смекалке и предпринимательскому таланту людям удается выкручиваться. Все как-то, но работает. Как-то товары на полках возникают, очередей нет, товары и услуги в экономике продолжают обращаться. Пока Путин с улыбкой от уха до уха рассказывает, как у него все бесконечно прекрасно, и как все получается, реальные проблемы и реальные достижения по разрешению этих проблем лежат вне государственного контроля. Государственный контур выступает в России исключительно в качестве источника проблем, а не решений. Именно государственная дисфункция стала причиной загрязнения Черного моря мазутом. А частные инициативы пытаются с этим что-то сделать по мере возможностей и сил. Государственная агрессия, личные идиотские решения Владимира Путина привели страну к изоляции, и только частные предпринимательские усилия делают так, что рядовые граждане этого не замечают. Все научились по новым правилам оформлять себе визы, нашли способ сделать себе казахстанскую карту. Кому это было нужно, сообразили, как восстановить жизнь. Но это сделало не государство. Государство сделало так, что нашим гражданам приходится проявлять смекалку просто ради оформления подписки на Google. Или просмотра Ютуба. Занятое движухой государство сделало все возможное, чтобы граждане были вынуждены своими деньгами содержать аэропорт Стамбула.
Государство, с одной стороны, до предела усердствует в том, чтобы граждан контролировать и ограничивать, и указывать им, что смотреть, слушать, писать, говорить и думать. А с другой стороны, государство куда-то исчезает в тот момент, когда дело доходит до базовых государственных функций. До того, чтобы государство просто делало то, за что ему налоги платят. Например, следило, чтобы утлы и суденышки не ходили по открытому морю. И ликвидировало последствия, когда произошла утечка. Работала в интересах своих граждан за рубежом, а не старалась им нагадить. Государство наше не является государством просто потому, что человек, в чьих руках сконцентрирована вся власть, явно устал от мышиной возни, которая представляет собой реальность. Технологическая дуэль между Орешником и ПВО в Киеве и какие-то там пляжи, загрязненные мазутом, по которым еле ползают почерневшие птицы. Представьте вообще, в насколько разных измерениях все это находится для скучающего старика. Мы уже очень давно стали говорить, самое страшное в этой войне то, что этим старикам стало интересно вставать по утрам. Они вновь почувствовали себя живыми. Никакой чепухи про замерзающие кварталы, про зарплаты и пенсии, какие-то лесные пожары, коммунальные аварии. Все это стало неважно. Важно это развеселые боевые сводки. Кто что взял, кто что, куда отступил, кто кого окружил, какой президент Франции или канцлер Германии в очередной раз просуждал, чего бы такого Путину дать, чтобы он уже успокоился. Почему трагедия в Черном море не проблема для Путина? Потому что это новость из российской реальности. А скука смертная. Куда веселее читать в пересказах красных папочек полосные статьи ведущих западных изданий, где лучшие умы мира пытаются угадать, что там в голове у Путина и куда дальше пойдет эта мировая угроза. Так вот, как выясняется сейчас, опасность заключается не только в том, что такое состояние мозгов у высшего российского руководства грозит нам бесконечной войной, причем неважно с кем и за что, просто войной, как веселым и бодрым состоянием страны. Такое положение вещей ведет к тому, что абсолютно все, что находится за пределами войны, государство официально не интересует. Проблема граждан – это отвлечение от магистральной движухи. Сложно переоценить, насколько все это ненормально, когда государство не инструмент решения проблем граждан, а главная угроза, источник буквально всех проблем. Пересилить его способна только общественная предприимчивость. Это работает как в смысле индивидуальном. Наши люди находят способ смотреть и слушать то, что считают нужным. Никакие миллиарды, закачанные в раскрутку ВК, никакие блокировки им нипочем. Так и в коллективном. Российское государство в таком состоянии, что от него будто бы никто ничего и не ждет. Все уже привыкли, что государство – это источник новых проблем и ограничений. Что те люди, которые громят топором интернет до того состояния, что без VPN им вообще нельзя пользоваться, эти люди не будут устранять последствия никакой катастрофы. Всем стало понятно, единственный способ что-то в стране починить – это самоорганизоваться. Хорошая новость тут в том, что общество наше устойчиво. Его уж душили, а все никак не додушили. Оно оказалось способно избегать государственного погрома собственной жизни, всегда находить обходной путь и выживать. Оно оказалось способно к самоорганизации на фоне катастроф, вызванных государственной дисфункцией. Плохая же, однако, новость в том, что государство слишком мощный механизм. Оно находится в руках скучающих стариков, которые совсем забыли, что должны решать проблемы граждан, а не создавать их в рамках собственного развлечения. Чем дольше такой режим существует, тем сложнее нам потом будет собрать страну заново. До завтра.